Приветствую! В этом ролике мы сделаем систему меню при помощи массивов. У меня уже был ролик на канале 2 года назад про то, как я делал меню при помощи родителей и дочерних компонентов. Но способ, который мы реализуем сейчас, немного отличается. Он более программный. То есть, если в том ролике мы вставляли объекты и меняли им свойства, да, в инспекторе, то сегодня мы будем делать все через один объект. Эту тему я поделил на 4 части, и по возможности будут другие видео, если вы меня в этом поддержите. А в данном ролике мы создадим основу нашей системы. Какие темы я затрону сегодня? Я вам расскажу о массивах, как их можно применить, расскажу о циклах, их принцип работы и также затрону немного Event Drive GUI и слой графического интерфейса. Больше не задерживаю. По поводу редактора. У меня включен код Editor 2 бета. Как его включить, я показывал в своем недавнем шорте. В общем, от обычного редактора он отличается лишь внешним видом, и никаких новых функций себе не несет. Поэтому, если вы думаете, что у вас не будет работать код, то не волнуйтесь, работать он будет. Я только сделал проект, поэтому тут у меня ничего нету, кроме комнаты по умолчанию. И начнем мы, конечно же, с создания объекта. Я его назову Op-меню. И добавлю ему новое событие под названием create, то есть событие, которое вызывается, когда объект появляется. В первой строке у меня будет создание массива. Меню текст равняется. И чтобы сделать массив, мы просто ставим квадратные скобки. У нас создан массив. И в эти квадратные скобки я впишу текст кнопок. Первая кнопка у меня будет играть. Вторая опции. Третья, по классике, выйти из игры. Все, у нас тут находится 3 элемента. То есть массив, он по факту ничем не отличается, если мы напишем меню там 1, где будет текст играть. Ну и так последовательно, если мы сделаем меню 2, меню 3. Но просто поменяем здесь на то, что мы вписали в массив. Но у массивов есть огромное преимущество. С ними очень удобно работать. Давайте-ка я продемонстрирую вам на функции show debug message, который выводит сообщение в консоль. Вот в этот output. Если у вас его нету, то нажимаем Windows и output. Он у вас открывается. И получается, если мы захотим вывести текст играть, то я пишу переменную меню 1. Запускаю проект. Ничего нету, потому что я забыл добавить кнопку. Исправляем. Я запускаю проект. И вот тут у нас виднеется играть. Чтобы было получше видно, я добавлю еще вот такой текст. Вот у нас выводится играть. Если я захочу вывести текст поочередно, то я просто дублирую эту функцию и меняю ей число, да? Таким образом у нас все выводится. Играть, опция выйти из игры. Правда, это неудобно немного. То есть, если я захочу добавить еще одну кнопку, в которой будет написано дополнительно, то мне придется тут менять. Ну, как бы на данный момент с этим проблем нету, но когда у вас проект большой, с этим довольно неудобно работать. Поэтому на помощь приходят массивы и циклы. И как же мне вернуть информацию из массива? Давайте-ка я уберу эти 2 строки, оставлю одну. И чтобы вернуть информацию из массива, мы пишем название массива и в квадратных скобках указываем номер элемента, который нужно вернуть. По идее, это у нас 1, это 2, это 3. Но не все так просто. Если мы увидим сейчас первый элемент, то нам выявится второй по какой-то причине. А дело в том, что элементы в массиве начинаются не от 1, а от 0. И для того, чтобы вернуть первый элемент, мы пишем 0. То есть для нас это элемент нулевой. И у нас все выводится. Получается, чтобы вывести всю информацию из массива, нам нужно, опять же, продублировать и поменять индекс. Но это еще можно автоматизировать. Каким образом? С помощью циклов. Циклы прям синергируют с массивами, поэтому, чтобы вывести все наши 3 элемента, которые есть в массиве, я думаю, нам это уже не нужно. Пишем for, открываем круглые скобки, и тут нам нужно вписать var i равное 0. Я вам все объясню. I меньше 3 и I плюс-плюс. И открываем фигурные скобки. Что же у нас тут получается? Первый отрезок — это создание локальной переменной, которую я назвал I. Второй отрезок — это условие, при котором решается, будет ли выполняться следующий цикл или закончится выполнение программы for. Третий отрезок — это что происходит по окончанию одной итерации цикла. Для демонстрации я
выведу данную переменную. То я пока что закомментирую. И если я запущу программу, здесь мы можем увидеть, что нам вывелось сообщение 0, 1 и 2. То есть цикл прекратил свою работу, когда условие дало ему отрицательный ответ. То есть когда i у нас стало равное 3, оно прекратило свою работу и не выполняло следующую итерацию. И дальше пошел код после цикла. Как мы можем использовать цикл и вот эту локальную переменную с массивами? Мы вписываем название массива и в квадратных скобках указываем нашу локальную переменную. И если я запущу программу, то у меня выйдется весь массив. Это развязывает разработчику руки, и он теперь может больше не запариваться на тему, чтобы добавлять новую переменную и добавлять еще строки, чтобы вывести эту переменную. Но я бы добавил кое-что еще, потому что если мы захотим добавить еще один элемент в массив, то мы увидим, что у нас вывелись все, кроме последнего. Потому что у нас все еще условие, пока i меньше 3. То есть оно выполнилось у нас ровно 3 раза. В случае, если у нас элементов в массиве будет меньше, чем условие того предполагает, то у нас программа вообще выдаст ошибку. Для этого нам требуется функция, которая бы, допустим, возвращала количество элементов в массиве. И здесь у нас их 4. И имя данной функции, которую я выведу в консоль, будет array_length, что дословно массив длина. Единственное, что мы в него вписываем, это название массива. Теперь, если я запущу проект, то у меня выйдется 4, потому что элемента у нас здесь 4. Поэтому я спокойно беру эту функцию и вставляю ее в наше условие. То есть цикл выполнится в том случае, если i меньше длины массива, то есть 4. Запускаю проект, и у нас выводятся все наши 4 элемента. Теперь, если я захочу даже добавить какие-то новые элементы, то они выведутся все. Даже если я их там оставлю всего лишь один элемент, то выведется только один. Теперь у вас есть понимание того, как работают циклы и вместе с ними массивы. Пора бы нам и вывести текст на экран. Собственно, как это сделать? Сделать это можно при помощи события DraftGui. DraftGui немного отличается от обычного Draft тем, что все, что будет отображаться в ивенте DraftGui, будет отображаться поверх всей остальной игры. Ведь слой, на котором мы рисуем, слой графического интерфейса, существует отдельно от всей остальной игры и не может с ним никак взаимодействовать напрямую. То есть не может проверять столкновения объектов и всего прочего. И идеально подходит для рисования интерфейса вашей игры. И разрешение этого слоя может даже отличаться от разрешения вашей игры. Как, допустим, в Celeste, где разрешение интерфейса на порядок выше, чем размеры самой камеры. Что и дает такой прикольный эффект, где игра у нас выполнена вроде в пиксель-арте, но при этом интерфейс выполнен в векторе. Теперь же мы делаем наш этот несчастный ивент DraftGui, до которого мы наконец-то дошли, и перемещаем наш цикл как раз-таки в этот ивент. Это я уберу. Это нам пока не надо. А вместо функции вывода в консоль мы используем функцию DraftText. Первый аргумент это позиция по x, вторая по y, и потом уже как раз таки наш текст. Вписываем название массива и индекс. И мы можем видеть, что у нас ничего не выводится. Причина в том, что GameMaker использует по умолчанию шрифт, в котором есть только латинские буквы. Поэтому если я заменю текст с кириллицы на латиницу и запущу проект, то все у меня выйдет, но пока что неправильно, но с этим мы разберемся. Возвращаю как было и создаю новый шрифт. Назову FNT меню. И здесь у нас есть список, в котором перечислены все символы. Здесь мы видим только символы латиницы и пару других специфичных символов. Для добавления кириллицы жмем Add New Range. Вписываем в первое поле 1040, во второе 1103. Здесь мы можем посмотреть все символы, которые мы добавим. Собственно, добавляем. Только в этом списке нет буквы Ё. Чтобы ее добавить, мы пишем отдельно. 1025, 1025. Так добавляем мы большую Ё. И маленькую надо добавлять тоже отдельно. 1105, 1105. Добавить. Теперь мы переходим обратно в код нашего объекта и устанавливаем shift. Пишем draft set font. И пишем название нашего шрифта. Если я запущу программу, то текст отображаться будет, но отображаться он будет в одной позиции. Поэтому мы позицию должны как-то менять. Вопрос стоит в том, как мы можем менять позицию, если мы используем всего лишь одну функцию. При помощи нашей локальной переменной i. То есть вот наша стартовая позиция. И я прибавляю к этой начальной позиции 20 умноженное на i. И позиция y равняется 50 плюс 20 умноженное на текущий номер в переменной i. Я запускаю проект.
и весь текст у нас корректно отображается. Если же мы хотим изменить размер шрифта, то мы переходим в элемент шрифта, и здесь меняем опцию Size. Допустим, в 2 раза хочу увеличить. Здесь текст немного перекрывает себя, поэтому я могу подкорректировать расстояние между элементами, заменив 20, допустим, на 30. Расстояние увеличилось. Я хочу, допустим, 40. Вот так мне больше по душе. Вот мы вывели текст на экран. Теперь нужно добавить этому тексту интерактивности. Я добавлю новую переменную, название которой будет selectIndex. Затем мне нужно добавить проверку в цикл. Если индекс рисуемого элемента будет равняться нашей переменной, тогда мы сделаем цвет нашего текста желтым. Иначе он будет белым. Запускаем. Цвет у нас меняется, надо добавить перемещение. Добавляю новый ивент step. Кстати, от этого уже можно избавиться. И в нем нам нужно менять переменную selectIndex в зависимости от того, какую кнопку мы жмем. Для этого я сделаю переменную moveVertical равняется keyboard check preset vk up минус keyboard check preset vk down. И затем к переменной selectIndex будет прибавляться наша локальная переменная moveVertical. Я нажимаю, только у меня немного кнопки перепутаны, поэтому я их меняю местами. Все работает, но у нашей переменной нету границ, за которые ей нельзя было бы выходить. И после операции, как мы прибавили к нашей переменной движение, мы ее приравниваем к границам. Индекс равняется, используем для этого функцию clamp, где значение selectIndex минимально может быть равно нулю, а максимально может быть равно длине нашего массива. Меню текст. Убавленное на 1. Я запускаю программу. Переменная теперь ограничена рамками, за которые она не может уйти. Только без функции мы не можем назвать это кнопками. Это скорее просто текст, который меняет свой цвет в зависимости от переменной. Пора вам познакомиться и с двумерными массивами. Двумерные массивы — это, по сути, просто массив, в котором каждый элемент — это тоже массив. Для удобства каждый элемент в массиве перенесу на отдельную строку, чтобы мне было так удобнее. С двух сторон каждого элемента я ставлю еще одни квадратные скобки. Так у нас получится массив, в котором каждый элемент — это массив, в котором первое — это текст, а второе — это выполняемая функция. И если мы запустим проект в таком виде, то мы увидим, что у нас выводятся массивы вместо текста. И чтобы вывести конкретно текст, мы после первых квадратных скобок ставим еще одни квадратные скобки, в которых пишем 0. То есть выводим конкретно первый элемент. Все у нас вернулось как было. Остается реализовать функцию. Теперь я в каждом элементе массива после текста ставлю запятую, то есть добавляю еще один элемент. И это будет у нас функция, которая будет выполняться. Для демонстрации я также использую функцию showDebugMessage, допустим, играть. И так нужно проставить в каждом элементе. Здесь я даже поменяю функцию на GameEnd. Для себя вы меняете эти функции на какие-нибудь функции, которые вас перенесут в другую комнату, а я оставлю так. Также мы можем посмотреть элемент полностью, если мы уберем вторые квадратные скобки. То есть у нас вот выводится массив, где вот первая текст, вторая функция. Возвращаемся. Это тоже мы возвращаем. И нам осталось добавить в событие step локальную переменную enter, которая будет равняться keyboard check preset vk space. Теперь же мы можем сделать проверку enter, равняется ли он true. Либо в таком формате, либо, как я люблю, писать вот так, потому что так минималистично. Это все равно у нас идет как, если мы напишем, то есть различий тут никаких не будет. Если Enter, то и здесь мы пишем название нашего массива, текущий элемент, то есть это тот, который у нас сейчас выбран. Вторые квадратные скобки выбираем 1, то есть нам нужна конкретно функция, и затем ставим круглые скобки. То, что это функция, мы ее должны выполнить. Запускаем, я могу выбрать играть, нажать Space, и у меня в консоль выведется играть, то есть то, что я написал. Могу выбрать опции, тоже выведется дополнительно, и выйти из игры, игра закроется. Напоследок можно внешний вид подправить, изменить позицию меню и центрировать текст в нем. Для начала я поменяю позицию.
x будет равен ширине слоя GUI, деленное на 2. А стартовую позицию, с которой начинается меню, я изменю с 50 до 300. Ну, оно, по крайней мере, выводится посередине экрана. Нужно поставить параметр по центрированию текста на середину. Вот вроде бы мы просто вытащили меню из угла, а стало выглядеть оно в несколько раз лучше. На этом мы остановимся. Продолжим мы в следующем эпизоде, где рассмотрим, как добавить подразделы для меню. Надеюсь, материал сегодня вы усвоили, а если и нет, то напишите в комментариях, какой отрезок был непонятен, я это учту. Также поддержите меня на бусте, чтобы ролики выходили чаще. И услышите вы меня в другом видео, не скучайте.